Мы же все знаем, что фибрин дает определенную структуру. Он создает определенный объем в той области, куда мы его ввели. Вопрос возникает с тем, что какое-то время мы видим восполнение объема ткани, и через какое-то время, 7, 10, 14 дней, он исчезает. Конечно же, уважаемые коллеги, фибрин – это не филлер, это не долгосрочно стоящий препарат в ткани. Это лечебный продукт, благодаря свойствам которого наша ткань некоторое время, это 10, 14, 21 день, имеет определенную объемную структуру в себе под названием плазма, обогащенная фибрином. И вот этот вот скоагулированный, полимеризированный белок фибрин, который создает эту 3D-матрицу, это же наш собственный продукт, который подвержен процессу биодеградации, то есть процессу распада под действием наших ферментных систем кожи. Поэтому ждать от него долгое время нахождения в ткани не приходится. И не смысл в этом введения ПРФ в ткани, не этого мы ждем от него, чтобы он восполнил надолго объем. Мы ждем от него лечения дермального повреждения. Мы от него ждем со временем, с курсовкой, это 4, 5, 6 процедур, восполнение естественных свойств дермы. Курс процедур при работе с ПРФ это 4, 5, 6. И интервал 14-21 день, учитывая особенности данной методики, что это не только PRP, но это PRP плюс фибрин. Белок находится дольше время в ткани, дольше работает с дермой, дольше взаимодействует с клетками кожи, поэтому торопиться здесь не нужно. Не нужно здесь торопиться. Раз в 14-21 день при классической методике анти-эйдж воздействия на мягкие ткани вашего пациента. Что нужно помнить? Когда вы работаете в суборбитальной области данным продуктом PRF, вы должны предупредить вашего пациента и быть готовыми самим к тому, что несколько дней после процедуры по утрам возможна легкая одутловатость в этой области. Особенно если процедуру вы провели послеобеденное время или вечернее время. Если девушка находится в ожидании менструации или уже в процессе. Если есть особенности мягких тканей к задержке жидкости, вы должны это все учитывать. Потому что фибрин достаточно плотная структура, которая какое-то время будет приводить к задержке тканевой межклеточной жидкости. Поэтому в этом ничего страшного нет. Мы должны предупредить, говорить, что утром ты можешь проснуться немножечко одутловатая, контрастный душ, патчи под глазки, и в течение нескольких часов эта ситуация нормализуется. Это может повторяться несколько дней, 2-3 дня по утрам, в этом ничего страшного нет. Более детальную информацию о применении фибрина, PRF, а также PRP мы проговариваем и разбираем на наших учебных курсах. Всего лишь один день для PRP и PRF, всего лишь один день для изучения плазмогель. Но это день с утра и до вечера в интенсивном режиме, где вы сможете отработать данные методики на моделях, вы сможете это прочувствовать на себе, где мы пошагово разбираем, как готовить пациента, как готовить к процедуре, что необходимо иметь в нашем кабинете, техники инъецирования на каждом из морфотипов. У нас интересно, у нас информативно, у нас здорово, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь этой информацией с вашими коллегами и ждем вас с удовольствием на наших